Сейчас ты узнаешь, какие работы не принесут тебе заработок, выведенные работы из игры, и как Majestic искусственно поддерживает актив на некоторых работах. Да, в этом видео не будет сказок о том, как заработать 1 000 000 за день, но я дам вам что-то большее, чем деньги. Знание о том, где их точно не заработать. Работы в данном видео нельзя считать исключительно начальными, так как у них есть ранги для прокачки, это уже подразумевает то, что прокачая ранг можно достойно зарабатывать, но только не в случае этих работ. Учитывал я также и Platinum VIP, так как без него и нафиг не надо, а с ним пусть и будет. Шахтер. Да, это работа, которая тратит 2 часа твоего времени во время прохождения сезонного пропуска. Всего 2 ранга с зарплатой около 15 000 в час, и это на последнем ранге. Кто не знал, со второго выходите не в эту дырочку, а в соседнюю, где даже лифта нету. А если бы он и был, работает он все равно через раз, да и игроки, которые с прибором ложили на остальных, не будут вас ждать или давать выйти из лифта перед тем, как зайти. Что самое печальное, нету рандомных выпадений каких-либо дорогостоящих предметов, как золотой гриб, золотая руда или золотая шишка. Хоть в каком-то виде существует это за счет квеста новичка и сезонного пропуска, где в последнем вам может выпасть задание на 80 руды, и это минус 2 часа вашей жизни. Путешествуя дальше, мы пересаживаемся на общественный транспорт, а именно работа автобусником, где рандомным способом нам присваивается цвет автобуса, а с ним и рейс. У игроков в авторитете желтый и зеленый, в чушпанах синий и красный. Из плюсов это рабочая униформа и процесс, не требующий особых умений. В остальном это путешествие по точкам на всей карте. Не забываем, что нас могут ограбить или похитить. Это мог бы быть неплохой способ передвижения по городу для новичков, если бы у автобусника была хоть какая-то мотивация брать пассажиров в салон. Но оплата по точкам дает ему прекрасную возможность в настройках поставить «Я без звука» и положить на вас болт. На максимальном ранге мы будем получать в час 25 000. С такой оплатой выгоднее обшарить мусорки в городе. Продолжает жить эта работа также из-за сезонного пропуска и мирового квеста. Не знаю извращенцев, которые прокачали его на максимальный ранг, но что я точно знаю, что при регистрации вводите промокод Таран, либо в чате /promo_Таран. Он даст вам первые деньги и Platinum VIP при достижении 3-го уровня. Вскользь для общего развития вспомним работы, которые убрали. Мясник и строитель. Последнего я не застал, но судя по видео, там было 3 вида подработки. По сути своей они отличались только названием, но коротко можно описать это как «принеси, подай, иди нахуй, не мешай». Мясника же я успел застать и даже поработать, но это симулятор ввода капчи, где нам приходилось постоянно тапать по кнопочкам возле свиной туши, получая за это копейки. Их вывели, и слава богу, скучать не будем. Сейчас наденьте кобуру и присаживайтесь за руль броневика, так как на очереди работа инкассатора. Это второй из 2 квестов на максимальный опыт в сезонном пропуске, когда ты вспоминаешь разработчиков, которые все это придумали. Многие не сталкивались с этой работой, так как для нее нужен военный билет. Жаль, нету возможности выкинуть свой военник, чтобы не связываться с этим никогда. Мы уже обсуждали обновление для этой работы в одном из прошлых видео, но сейчас это грустный симулятор развозчика пиццы, приносящий около 31 000 в час. Серьезно, лучше развести гринку, чем качать максимальный ранг ради жалких 30к, учитывая, что гринку можно прокачать быстрее. Из прелестей мы получаем также ограбление и похищение. Машина не бронированная, медленная. В комплекте пустая кобура. В общем, от этой работы только название — инкассатор. Вам может показаться, что на этих работах кипит жизнь, но поверьте, если бы искусственный интерес к этим работам в виде сезонного пропуска, квеста новичка и мирового квеста, там бы работало пару новичков, которые не разобрались еще в видах заработка. Кстати, если вы не знали, у нас есть работа пожарного, но она привязана к ЕМС. Если вы, как и я, не знали об этом, ничего страшного, я тоже не видел ни разу их в штате. Кто в здравом рассудке сядет на пожарку, если можно поездить на вызовы медика? И почему эта работа привязана к ЕМС? Почему таким же макаром инкассатор не привязан к ЛСПД или ЛССД? В реальности пожарные привязаны к Министерству чрезвычайных ситуаций, а не к Министерству здравоохранения. На очереди работа почтальона. С виду не настолько уж и плохая работа, но скажите мне, зачем есть мясо, если есть картошка? Точнее, зачем ездить на почте, если можно возить дальнобойщика и получать больше, так и прокачать ранг для спринтера быстрее, чем до максимального почтальона, учитывая, что спринтеры есть в каждой более-менее нормальной фамке. Развозя посылки, мы будем получать около 30 000 за час, передвигаясь на квадрате с колесами. Это самая медленная машина из всех работ, если я не ошибаюсь. Казалось бы, медленная и медленная, но точки развозки выпадают нам на абсолютный рандом. Повезет — поедем до 3 километров.
Удача отвернулась от нас, пиздуй 7 километров в пизду мира. А несправедливость заключается в том, что, возвращаясь к дальнобойщику, мы могли бы зарабатывать столько же или даже больше, разреши нам работать на спринтере или на любом бусике. Живем опять-таки за счет сезонного пропуска и мировых квестов. Возможно, вы захотите возразить, но можно же ездить в компании из 4 человек и получать больше. Ну, во-первых, где вы найдете еще 4 извращенцев, как и вы, а во-вторых, не настолько там и большая прибавка. В конце у нас копирка того же почтальона. С привилегиями не надо возвращаться постоянно в город на титул работы, а также прибавка в 1200 к зарплате. Работа мусоровоза, где нам придется опуститься в помои этого города, катаясь по мусоркам, собирая там мусор. А в остальном никаких отличий. Действительно, хотелось бы увидеть переработку или ребаланс всех этих работ, но рассматривая объективно, это маловероятно, так как, по моему мнению, идеи разрабов направлены сейчас на обновление заточенной под вывод вертов, с тем умыслом, чтобы привести экономику в порядок. Можно было бы подумать, что это бред, если бы я не увидел вот эти фотографии, на которых статистика, сколько игроки серверов потратили на штрафы. По-моему, тут каждому станет понятно. Если же вы не согласны с какой-то работой из сегодняшнего видео, можете написать комментарий. С удовольствием прочитаю ваши аргументы. Благодарю вас за просмотр этого видео. Не тратьте свое время на плохие работы, цените себя и свое время.